Народ, всем привет! Четвертая серия, мать его, серия. Я думал, что он вообще сольется. Ну, я думаю, первая выйдет, вторая, и он сольется. Fuck you. Хотя вы бы видели лицо Славы, когда он сделал цепочку, и никто у него не покупает, мотивации ноль вообще. То есть сидит чувак такой, типа, нахера я делал и так далее. Все ж вы ждете, как и этот самый, быстрого результата. Ну давай, Слав, привет. Вообще поздоровайся. Всем привет. Ну, конечно, когда я сделал цепочку и никто не звонил, было тяжело. Вроде бы второе изделие, а ни одного звонка, ни одного смс, ничего, никто не хочет. И тут бац, и Илья, привет, тебе огромное спасибо. И позвонили, и купили цепочку. И, знаете, очень прям это взбодрило. И настолько взбодрило, что в течение там еще буквально, 2-3 часов еще 2 человека позвонили и говорят, хотим купить цепочку. Я говорю, уже все. Он говорит, тогда мы сделаем заказ у тебя, сделай нам точно такие же 2 цепочки, плетение Бисмарк. Так что будем делать, будем работать. И это очень сильно взбодрило, настолько сильно, прям как второе дыхание. Вот когда бежишь в марафон, вот открывается второе дыхание, вот так же у меня открылось второе дыхание. Да, человек, который бегает марафоны, по нему уже видно, да, спортивный, но ничего страшного, будет бежать. Так вот, ребят, это очень бодрит, это очень радует, это самое главное, очень мотивирует. В принципе, просто попробовать понять, что ваши изделия кому-то нужны. Но опять же, тут играет несколько факторов. Первое, это само плетение. Как я и говорил, Бисмарк это самое распространенное плетение. Оно выигрышно смотрится. И второй момент это качество. Потому что качество, вы же видели, я за качество. Впрочем, это уже совсем другая история. В смысле, это... радею за качество, и поэтому мне очень важно, чтобы было хорошего качества. Так вот, эти 2 цепочки, которые мы заказали, мы сделаем так параллельно, вскользь, все равно он сейчас будет заготавливаться на них и так далее. А что мы сегодня будем, Слава, делать? Будем делать шапард. Да, именно шапард, его любимый шапард. Это шапард, который проголосовали вы. И Слава сидел с телефоном. Ребят, нажмите, пожалуйста, все, чтобы московский бит. Шапард, потому что сложнее делать. По секрету скажу. Так вот, Слава, не про канала. Не про канал. Я думал, мы оставим на вишенку, как договаривались. Но Вишенка будет посередине тортика. Да, посередине тортика. Так вот, сегодня мы делаем ваше любимое плетение шапард. Погнали! Пока Вячеслав там подготавливает оборудование для плавки, инструменты и так далее, хотел вам сказать следующее. При всей простоте цепочки плетения шапард, ее делать очень сложно. Это то плетение, на котором косяки все видны, вот прям все видны. И сейчас, если он не сможет ее сделать, мы будем плавить до тех пор, пока он не сделает. В этой серии мы будем снимать все от начала до конца. Получится, не получится, я еще пока сам не знаю, потому что для меня каждая серия это загадка. И кстати, это самый добрый проект получился, самый добрый. Самый классный комментарий, который благодаря вам. Он очень теплый, очень веселый. Я каждый раз, когда смотрю серию после монтажа, у меня просто повышается настроение. Вот благодаря этим вставкам прикольным. Согласитесь же, это классно. А мы начинаем заготавливать. Погнали!
Итак, смотрите, он прокатал первый ручей в валах. И теперь наша задача заготовить правильно проволоку для шапард. И у нас расчеты, Вячеслав, какие? 2,4 на 4,5. 2,4 проволока, именно круглая мы считаем. Хотя, конечно, она из двух половинок будет состоять. И ригель 4,5. Как все это будет делаться, мы сейчас вам покажем. Первым делом мы прокатываем проволоку до квадрата 2,5 на 2,5. Минимум можно прокатать 2,4 на 2,4. И потом начинаем тянуть, прокатывать там, и так далее и тому подобное. В общем, сейчас все увидите. Погнали! Прокатал проволоку до 2,4 и сейчас отжигаю ее и зову Олега. Смотрите, прокатали проволоку квадратом 2,4 на 2,4. Теперь наша задача прокатать в обручалку в прокат. Мы уже отрезали лишнюю часть для бисмарков, и вот эта вся часть у нас уйдет на шапарды. Поэтому, Вячеслав, ваше слово, дерзайте, прокатаете на валах, вот здесь вот ручьи, вот эти вот ручьи. Нужно вот просто вот прикладывайте, какой подходит, такой вот нам и вот этот похоже. Вот этот. Ну просто вот когда его расплющить чуть-чуть маленько, то получается у нас вот здесь вот он вылезет за края. Вот. Поэтому наша задача вот этот вот сейчас мы раскатаем. Ручьи. Да, раз, два, три, четвертый ручей докатываем и потом дальше лучше будем тянуть. Чуть больше, чем меньше, потому что расплющит, да, стороны, если Чуть больше, чуть меньше. Нет, но лучше прокатывать чуть больше проволоки, которые... Проволока, она и вытягивается, и в ширину. И соответственно, получается, задача наша такова, чтобы мы взяли и прокатали этот прокат, сделали прокат, ну, чтобы при этом края не обрезало. Потому что если сейчас вот, вылезут края за вот эти пределы ручья, то это будет уже брак. Или пойдут заусеницы. Поэтому, а нам такого не надо. Мы делаем качественные цепи. Погнали. Само собой. Но у нас, как всегда, есть какие-то недочеты. Не может быть такого, чтобы прошло гладко и так далее. Смотрите. У нас получилось две половинки. Одна кривая, которую перекатали, вот смотрите, вот так вот запороли. Вторая, естественно, у нас все хорошо получилось. Будем работать вот с этой частью. Нам достаточно для того, чтобы сделать цепочку. Значит, мы будем вот с этой частью работать. Теперь, вот он прокатал. Мы берем, ищем середину. Каким образом? Сейчас отожжет он, да? Вот так пополам складываем. Вот у нас будет середина. Складываем между собой. Кончик запаиваем. Сантиметра, наверное, 1,5 сантиметра запаиваем. Потом также на вальцах мы как бы обтачиваем, чтобы можно было тянуть. И тянем фильеры до 2,4. До диаметра 2,4. Таким образом у нас получится проволока, как бы она цельная, но вот только вот будет в одном месте соединена. А так у нас получается проволока из двух половинок диаметром 2,4. И после уже будем наматывать на риги. Давай.
второй половинке слитков делаем проволоку на бисмарк. Вот отожгли, после обжига сейчас будем протягивать. Напоминаю, проволока 0,8 на ригель 2,1. Итак, смотрите, мы смотали вот этот вот кончик, и сейчас вот эту часть мы пропаяем. Мы немножечко ее приплюснем для начала. Вячеслав, на чем мы приплюснем? Вот смотри, а где наковальня? Эй, побежали! Принеси сюда наковальню. Ждем. Ну, я и не знаю, я не удивлен. А, не, наковальня прибежала. Вот так вот приплюснули. И сейчас Вячеслав пропаяет. И тянем дальше. Парни из Севастополя, кузнецы, спасибо вам огромное за наковальню. Очень прям по кайфу, по душе. Умеете, могете просто. Смотрите, Вячеслав запаял, уже получается тут сколько там, 2-3 сантиметра. Вот, все хорошо, пропаялось. И теперь он просто затачивает вот этот кончик на вальцах. Ну, как обычную проволоку, толстую проволоку тащите, так же вот вы сейчас делаете. И просто тянет, протягивает. Для чего это может быть? Вот это просто заготовка, да, но очень важно для чего. Ну, например, вы делаете тоненькое обручальное кольцо или еще какой-нибудь там, вам нужно там сегмент, полукруг. Здесь у вас получается четкий полукруг. Вячеслав, погнали. Смотрите, что это не проволока, а состоит из двух половинок. Можно вот только вот по вот этому кончику, по вот этой части понять. Вот если вот так вот держать, например, да, то кажется, что это такая просто толстая проволока. Она из двух половинок. Теперь наша задача, аккуратно это все дело разделяем и накручиваем, как обычный бисмарк и так далее. Ну, есть там немножко свои тонкости, вот объяснить вот так словами невозможно. Нужно просто, когда вот вы будете начинать накручивать, возьмете, попробуйте и поймете, в чем, как ее крутить, как правильно держать, там, шуруповерт и так далее. Вячеслав, ваш ход, 4,5 находим ригель и накручиваем. Ничего сложного нет. Параллельно накручивает на бисмарк, параллельно делаем все сцепи сразу. Это вам не это. Понятно. Наша цель 1 марта, 50 тысяч рублей или нет. Или раздаем деньги. Вячеслав, ваши заработанные деньги. Наконец-то. Дождались. Хорошо. Надо это помнить, это и Я есть помню, стимул. Николаевич, Я я не знаю, я вот, мне 1 000 000 рублей стоит, я просто вот, я сначала думал, легко, что там, собрал 30 тысяч, херак, купил какое-то оборудование, 0. Ну не 0, а там какая-то там ерунда, опять начинаешь копить. И так вот получается, да, конечно, ты можешь быстро, да ничего не получается быстро. Быстро только кролики. Только кролики. И тут ставка такая, кролики. Фу, как некультурно. Ну, этот Бакс Банни. Давай, быстрее работай.
смотрите, вот цепочка Шапар теперь выглядит вот таким вот образом. Эти две половинки намотали на ригель. Сейчас мы будем распиливать, отбивать каждое звено, выравнивать. В общем, очень много еще всяких операций, чтобы получилась качественная и красивая цепочка. Продолжаем. Вячеслав напилил колечки, они все вот в таком виде. И наша задача выровнять. Первое, что нам нужно сделать, чтобы вот эти кончики, хвостики сошлись. И второе, чтобы у нас внутренний диаметр был одинаковый как с одной стороны, так и с другой стороны. Мы берем анку, берем боек. Боек, вот эта вот штучка должна быть диаметром ригеля, на который мы наматываем. И отбиваем. С одной стороны, переворачиваем, с другой стороны. У нас получается следующая картина. Сошлись два хвостика, и вот это отверстие равно вот этому отверстию. Они одинаковые, и вот самое главное, вот сошлись вот эта часть. Вот так вот было, вот так вот стало. И вот таким образом мы отбиваем каждое звено этой цепочки. Держи боек. Я думаю, что 2-3 часа вы можете быть заняты. Смотрите, Вячеслав отбил все кольца. Вот они вот так сейчас все выглядят. И теперь мы сейчас соберем в одно полотно. Каким образом это будем делать? Мы сейчас берем одно звено, оставляем закрытое. Второе звено мы раскрываем. Мы приготовили такую штуку. Ну, вот у нас это просто обычная дубовая паркетина с насверленными отверстиями разного диаметра, для того, чтобы раскрывать. Мы берем толстые круглогубцы, вы можете взять любое шило, которое вот, то есть конусообразная форма, именно круглого сечения, и раскрывали. Сейчас я покажу, как это будет делаться. Берем и как бы протыкаем. При этом раскрываем звено на расстояние, чтобы туда входило вот второе звено. В дальнейшем мы будем собирать, просто мы одеваем звенья закрытые и сводим между собой вот эту вот фуги. Вот примерно вот так это будет выглядеть. Ну а сейчас Вячеслав будет раскрывать. Я надеюсь, что тут элементарное движение. Все понятно. Одно звено раскрываем, одно звено целое. И вот у нас должно получиться две кучки одинаковые. В одной должно быть закрытые звенья, в другом раскрытые. Потом паяем закрытые звенья и собираем. Вперед! Ну что ж, теперь наша задача пропаять сведенные все кольца. То есть то место, где было распилено,
пропаять именно только те, которые сведенные. А дальше приступим к сборке. Вперед! Николаевич, а как они поедете, изнутри или снаружи? Снаружи. Я паяю снаружи. Как будешь паять ты? I don't know. Паял Шапарт, звенья, колечки, а теперь решил закрепить пройденный материал и попаять Бисмарк. Надо Любе сказать, чтобы она наркотики пересчитала. Потому что повторение, мать учения. Будем закреплять пайку. Фиксируем все звенья, делаем в одну сторону, которые у нас не пропаянные, и начинаем паять. Положим так, как нам, чтобы удобнее было нагревать. Приступим к пайке. Ну что, смотрите, цепи готовы, блестят. И казалось бы, наверное, уже все. А нет, нифига. Я уверен на 100%, и уже как бы это показал мой опыт, что их нужно чернить. Первое, что дает чернение? Например, в Бисмарке это открывает узор, и получается красота рисунка, да, и получает, и дает объем. В Шапарде, ну тут тоже такой спорный момент, я считаю, что все равно его стоит почернить. Почему? Потому что внутренняя часть попадает, мы же как ухаживаем за цепями, раз в 300 лет, может быть, пойдем когда-нибудь к ювелиру помоем, или сами там пытаемся щеткой. Это, кстати, тоже царапает, это не моет изделие. Так вот, туда попадает грязь, и, соответственно, он, получается, некрасиво смотрится.
А когда черненый и на чернь попадает грязь, этого просто не видно. Вот, собственно говоря, одна из причин. И мне кажется, что черненый шапард более благородный, получается, более мужская цепочка. В общем, если вдруг захотят купить у тебя цепочку эту не черненую, отожжешь раз 500, и чернь сойдет, и отполируешь. Ну, а я все равно настаиваю на том, что сейчас нам нужно почернить, отполировать, и дальше мы перейдем к цифрам, по которым расскажем, сколько, чего, как, куда и сколько осталось, и вообще Слава успевает или нет. Кстати, напишите в комментариях, он успеет или нет. Да, нет, да, нет. Давай, Слав, вперед. Ну что, вот они вот так вот смотрятся, все черные, ну не очень красивые. Сейчас Слава их расшкурит, отполирует, и мы покажем готовый результат. Эти две цепочки уйдут уже к своим клиентам, а это будет искать своего как счастливого обладателя. Цепочка сделана очень хорошо. Как это можно проверить? Первое, все звенья этой цепочки, они одинаковые, абсолютно одинаковые, потому что они пробивались. Во-вторых, цепочка висит ровно. Обратите внимание. Есть небольшой винт, но это как бы допустимо. Он не один оборот и даже не полоборота, а там какое-то минимальное там отклонение какое-то есть. Поэтому цепь я бы поставил бы к себе, если бы у меня был бы магазин, поставил бы к себе в магазин. Так что я считаю, что Слава с этой задачей справился на 5. А теперь, Слава, давай, заканчивай, и потом покажем, что у нас получится. Послушай сначала, прежде чем шкурить. Но было очень трудно с этим шапардом. Я не знаю сколько, наверное, дня 2,5 я с ним возился, это точно. Потому что отбивать колечки тоже трудно, надо, как Николаевич говорил, чтобы они ровные были и с одной, и с другой стороны. Если чуть посильнее ударишь, одна сторона один диаметр вылезает в колечко, с другой стороны другой диаметр вылезает. И надо вот поймать вот этот момент, чтобы тук, скажем так, и было одинаково. Вы спрашивали, кстати, один из вопросов, сколько длится изготовление. Это у вас на экранах проходит там 30-40 час, а у нас это проходит день, 2, 3. Я уже даже подстричься успел. Обрасти и подстричься. Но, скорее всего, это какой-то заговор. Поэтому, соответственно, это не так, как вам кажется, что Слава пришел, с утра к обеду сделал цепочку, сняли, оп, серия. Нифига. Сколько всего за кадром, сколько, чтобы просто нас смотрят, я посмотрел по статистике, смотрят до 16 лет много молодых ребят. И мы, чтобы не запикивать, мы просто за кадром поматеримся, а потом продолжаем работать. Замечательно, поразительно. Гениально. Сколько ругани, сколько всего проходит, ну, знаете, это прям, ну, вот не хотелось бы показывать. Хотелось бы показывать вам именно как вот лайтовый классный процесс. А все, естественно, вы должны понимать, что не так гладко, как это все у вас на экране. Даже, ну, не знаю, даже те же бисмарки, это все равно каждый раз что-то новое, новое, новое. Человек, сколько, месяц, да, полтора? Ну, с 1 декабря. С 1 декабря, то есть еще даже месяца нет. И, соответственно, какой у него будет опыт? Он набирается, и с каждым разом все, как это, бицухи растут, растут, и опыт растет, растет. Догоняет свои 10 тысяч часов, или сколько там надо, там, чтобы стать мастером, сенсеем. Давай, Слав, все, побежали.
отполировали. Кидаем в ультразвук, пускай моется. Вот твои мучения подошли к концу. В итоге у нас готовы 3 цепочки. И теперь самое главное – это деньги. Собственно говоря, понять, движемся мы к цели или не движемся мы к цели, что у нас, как у нас и так далее. Итак, на конец прошлой серии у нас было 50-83 грамма. Мы решили сделать цепочку плетения Шапарт. Слава продал свой Бисмарк, Да. который вот прям рад и счастлив там за 3850 рублей. И к нему же написали еще хочу Бисмарк. И вот который мы сделали, скинули предоплату 2000 рублей. Итого, В Иваново. да, поедет в Иваново. Иваново, кстати, привет. Итого у нас 5850 рублей. Мы купили по 40 рублей за грамм серебро. На вес получился 146,25. Мы на все деньги покупаем серебро, чтобы сейчас просто оборачивать и зарабатывать деньги, ну, чтобы процесс быстрее шел. Итого у нас сейчас в кассе, ну, то есть в банк 197,08 граммов серебра. Итак, давайте теперь по этим цепям. Цепочка номер раз. Плетение Шапарт, собственно, ради чего и начинается, был этот выпуск. 60 сантиметров, вес 64,17. Мы добавили немножко металла с того, что мы купили, чтобы получилась более качественная, более красивая цепь. Можно было, конечно, растянуть звенья и сделать на 50 там, грамм, но, к сожалению, мне не нравятся такие, а я то, что не нравится, то и не делаю. Вот. Я считаю, что это вот чем плотнее, тем красивее. И еще можно было сделать плотнее, но это вес был бы еще больше. В общем, неважно, остановились на этом. Дальше, Бисмарк номер 2, 60 сантиметров, 26-10 грамм. И Бисмарк номер 3, 60 сантиметров, 27-24 грамма. Итого у нас получилось, мы сейчас сделали, точнее не мы, под моим чутким руководством и при помощи рук этого замечательного робота Вячеслава сделали на 117,51 с угарами, со всеми потерями 125,73. Остаток в банке у нас сейчас 71,35 грамм, браслет роза, которая пока не продается. Вот почему-то, вот вы еще спрашиваете, почему мы делаем все время мужские цепи, потому что их почему-то только покупают. Я хотел этим проектом более женскую аудиторию привлечь, чтобы Слава там делал для женщин и так далее. Кстати, женщины, если вам надо что-то, обращайтесь. Вячеслав, ссылки, кстати, будут в описании, сделает вам с удовольствием. Слав, давай, 2 слова скажи, как там, 2 чего слова. там. Ну, всем спасибо, кто смотрит и ставит комментарии. И эта серия была трудная, да. Шапарт это не из легких. Хотели оставить на вишенку на торте, оставили, как говорили, уже в середину. Сложное плетение, да, счастлив, тяжело, но движемся вперед. Как 2 парня заказали Бисмарк, сразу появилось вдохновление, второе желание. Работаем, делаем, скоро отправим один с Москвы, другой с Иваново. В Иваново едет посылка, с Москвы обещал сам приехать, лично забрать. Всем привет, заказываем изделия, ставим комментарии, лайки, подписываемся на страничку. Подписываемся на канал, колокольчик, все дела. А в следующей серии, кстати, один из клиентов попросил, чтобы сделал Слава еще и крестик в цепочке. И мы уже отдали в отливку. И следующая серия, Слава будет делать к этой одной цепочке крестик. И какую-нибудь еще цепь мы придумаем. А может быть вы придумаете. Напишите в комментариях в рамках того, что есть проекта. А может быть что-то интересное и нас зацепит. И, ну просто понимаете, делать обычные вещи, просто сидеть сейчас еще сделать на 100 грамм Бисмарк, или там сколько у нас там, 70 грамм Бисмарк, ну неинтересно. Надо, чтобы Вячеслав развивался, двигался вперед, чтобы было ему неловко и некомфортно. Только это чувство нас двигает вперед. С вами Маргун Ювелир, проект X. X это вот, проект это я. Подписывайтесь еще раз. Пока. Пока.